Какая классная серия и какое крутое представление Сяо Яня в клане Яо. Он действительно хорошо проучил этих высокомерных людей, включая Яо Ваньгуя. Да, сила Сяо Яня на пике 5-й звезды святого, плюс марионетка 6 звезд. Теперь даже древний клан должен с ним считаться. Церемония Яо практически началась. Глава Яо Дань, старейшина Яо Ваньхуй, старик Шэньнун, сильнейший среди присутствующих. А еще главный алхимик клана Хунь, Хунь Худзи, святой 7 звезд. О том, почему ему позволили участвовать, мы говорили в предыдущем видео на канале. А в новом трейлере турнир Яо вступил в самую напряженную стадию. Хунь Худзи мощно появился на арене вместе с пламенем пожирания пустоты. Старейшина Яо Ваньхуй и старик Шэньнун также продемонстрировали свою силу. А 3 новых небесных пламени произвели ошеломляющее впечатление. Сяо Янь вышел последним, став главным участником турнира. Он поразил всех небесным пламенем и соревновался на одной сцене с лучшими алхимиками 9-го ранга. Даже Яо Лин смотрела на него с восхищением. Кто же станет сильнейшим в этой вершине противостояния? Да, на этой лекарственной церемонии будут впервые показаны 3 новых небесных пламени, которые ранее вообще не упоминались в аниме «Расколотая битва Синего Небес». Это стоит увидеть. Итак, глава Яо Дань официально произнес: «Да начнется церемония». Все ждали этого события. Клан Яо специализировался на алхимии и обладал лучшими алхимиками в мире. Это давало им некую гордость. Их сила родословная позволяла им легко обучаться алхимическим навыкам, но они не могли полагаться на нее, если действительно хотели добраться до вершин. Иногда такой талант может даже стать препятствием для достижения высшего уровня. Все алхимики делились на ранги с 1 по 9. Алхимики 9 уровня назывались гуру алхимии. В свою очередь 9 ранг делился на 3 уровня: гуру пилюль сокровищ, мистические гуру и гуру золотых пилюль. Нынешний Сяо Янь уже достиг уровня пилюль сокровищ, сумев изготовить пилюлю 9 ранга. Мистические гуру считались высшими алхимиками на континенте. Их существовало не так много. Прошло почти 1000 лет с тех пор, как кто-то из них становился гуру золотых пилюль, поэтому никто не смог усовершенствовать золотую пилюлю 9 ранга. Для большинства присутствующих первая часть церемонии являлась развлекательной. Молодое поколение клана Яо обладало талантом, который мог бы вызвать зависть у обычного алхимика. На сцене устраивали представления алхимики молодого поколения не ниже 6 ранга. С точки зрения алхимика вроде Сяо Яня, это выглядело, будто группа взрослых наблюдает за дракой детей. Им не на что было смотреть. Первая часть церемонии длилась пару дней. Сяо Янь в это время медитировал прямо на месте. Его глаза открылись как раз перед тем, как закончилась эта первая часть. Наблюдая за ними, он увидел, насколько сильным оказался клан Яо. Например, Яо Лин и Яо Тянь его немного впечатлили. Они в будущем точно смогут получить место в мире алхимиков. Но если клан Яо не произведет Доуди, то, следуя потоку времени, их сила родословная постепенно истощится. В то время клан Яо ничем не отличался бы от обычного клана. Кто победил в этой детской, так сказать, части церемонии? Позиция чемпиона была получена Яо Тянем, которого в прошлом Сяо Янь встретил возле области демонического пламени. Он был самым выдающимся алхимиком молодого поколения клана Яо, приготовив пилюлю 8 ранга 9-цветной молнии. Но вдруг все резко затихло, когда завершились соревнования между молодым поколением клана Яо. Все понимали, что главное событие медицинской церемонии зависело от личностей, стоявших на вершине мира алхимиков. Наконец-то начнется. Яо Лао тоже оживился. Сяо Янь неосознанно почувствовал небольшой зуд в своих руках. Кто же будет участвовать в церемонии Яо? Кроме Сяо Яня, участниками главного события станут Хунь Цзи, старик Шэньнун и старейшина Яо Ваньхо. Все они необыкновенные люди. С точки зрения опыта, мало кто с ними может сравниться. А как насчет главы клана Яо? Неужели Яо Дань не участвует? Как объяснил Яо Лао, будучи главой клана, он естественно должен носить гордость, принадлежащую его титулу. Однако его навыки алхимика не слабее, чем у всех 4. Глава клана Яо является лидером самой большой организации в мире алхимиков. Он бы не смог убедить других, если бы у него не было таких способностей. Сяо Янь, естественно, понял значение слов Яо Лао. Он не стал бы недооценивать пугающего эксперта, сила которого достигла святого 7 звезд. Другими словами, глава Яо Дань представляет весь клан Яо.
поэтому ему не подобает лично соревноваться с младшими или гостями. Его положение требует сохранять достоинство и авторитет. Причина не в недостатке способностей, а в высоком статусе главы клана. Он выступает как организатор и символ клана, а не как участник турнира. Пока Сяо Янь и Яо Лао болтали, Яо Дань медленно встал. В этот момент все присутствующие затихли. Яо Дань сказал: «Начало положено. Наконец-то настало время для главного события. В этой медицинской церемонии будут участвовать 4 человека. Победитель среди них получит титул лучшего алхимика континента». Хунь Худзи взял на себя инициативу и появился в воздухе первым. Его слова, кажется, спровоцировали остальных. Ха-ха, глава клана Яо Дань действительно откровенен. Я давно слышал, что медицинская церемония клана Яо – соревнование сильнейших алхимиков на континенте. Причина, по которой я пришел сюда сегодня, чтобы бросить вызов всем. Мой клан Хунь заинтересован в этом титуле, поэтому я пришел, чтобы забрать его. Старейшина Яо Ваньхо вспыхнул и появился в воздухе, выйдя вторым, как бы отвечая Хунь Худзи. Клан Яо практикуется в алхимии 1000 лет. Возможно, для того, чтобы забрать этот титул, следует находиться в клане Яо. Овации следовали со всех сторон, когда появился старейшина Ваньхо. Эти земли были родиной клана Яо. Естественно, они не хотели, чтобы кто-то из клана Хунь урвал этот великий титул. Третьим вышел старик Шэньнун. Его трость, образованная из различных лекарств, дрожала в его руке, издавая чистый звук. Он говорил спокойным голосом, но было очевидно, что он сильно не любил Хунь Худзи. Клан Хунь имел крайне ужасную репутацию среди алхимиков. Старейшина Яо Ваньхо, святой 6 звезд, Хунь Худзи, святой 7 звезд, и старик Шэньнун, святой 6 звезд. Эти трое определенно гиганты в современном мире алхимиков. Хунь Худзи взглянул на старейшину Яо Ваньхо и старика Шэньнуна, прежде чем улыбнуться. Трое появились. Кто последний человек? Спросили некоторые. Глаза всех остановились на молодом человеке в черных одеждах. Сяо Янь встал, оказавшись под бесчисленным количеством взглядов. Он внезапно возник в небе рядом с остальными. Я давно слышал, что старейшина Хунь Худзи украл все свои навыки из башни Пилюль. Теперь башня Пилюль также является членом моего альянса. Я буду представлять башню Пилюль и оспорю навыки Хунь Худзи. Пожалуйста, постарайтесь преподать мне урок. Его слова четко говорили о кровной вражде. Какой острый язык. Если речь идет о вызове, даже твой учитель Яо Чэнь не обладает квалификацией. Рассмеялся Хунь Худзи. Но Сяо Янь ответил ему: «Учитель сказал, что я должен сам с тобой разобраться, поэтому ему нет необходимости вмешиваться». Далее Хунь Худзи взмахнул рукавом, из его тела вспыхнуло черное пламя. Оно образовало огромный черный огненный котел. Из пламенного котла смутно спускалась пожирающая сила. Пожирающая пустоту пламя? Сяо Янь, старейшина Ваньхо и старик Шэньнунь были поражены черным пламенем. Неожиданно, что такое небесное пламя действительно попало в руки клана Хунь. Нахмурился старик Шэньнун. Он чрезвычайно серьезным взглядом смотрел на него. Будучи одним из старейших в мире алхимии, он ясно осознает мощь пожирающего пустоту пламени. Неужели Хунь Худзи вот так просто явил истинное пламя пожирания пустоты этого святого 9 звезд? Нет, Сяо Янь усмехнулся. Это всего лишь еще один потомок пожирающего пустоту пламени. Но ты на самом деле ведешь себя так властно. Вот это да! Еще один потомок пламени пожирания пустоты. Сяо Янь уже забрал одного у Хунь Мишена, а тут еще один. Но этот отличался. Сяо Янь смутно ощущал, что пожирающее пустоту пламя в руках Хунь Худзи было гораздо сильнее, чем у главы Заладуш, но оно все еще не смогло достичь пугающего уровня истинного небесного пламени. Сяо Янь смутно ощущал, что пожирающее пустоту пламя в руках Хунь Худзи было гораздо сильнее, чем у главы Заладуш. Хунь Худзи не ожидал, что Сяо Янь сможет так быстро определить пламя, однако он тут же засмеялся. Сяо Янь был в состоянии распознать его, но Сяо Янь не знал, что это пламя не являлось обычным потомком. Пожирающее пустоту пламя было чрезвычайно таинственным. Лишь немногие знали, что потомки пожирающего пустоту пламени делились на разные уровни силы, а именно земного и небесного уровня. Хотя такое пламя было относительно мощным, если основное пламя будет повреждено, то потомки пламени тут же исчезнут и превратятся в энергию сущности, которая вернется к основному телу. Такой вопрос считался секретом. Даже Яо Лао и Сяо Янь никогда не слышали об этой информации.
Поэтому они и смогли распознать небесное пламя в руках Хуньхудзи только как обычного потомка пламени. Сможешь ли ты поглотить наше небесное пламя, будет зависеть от твоих способностей. Другие стройки алхимиков также показали свое пламя. Интересно будет увидеть, какое пламя у Яо Ваньхо и Шэньнун. Как всегда, продолжение в среду. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк и всем пока.